Бунт в армии России. Военные готовы к походу на Москву. Ультиматум Путину. Чего хотят? Путину дали 40 дней. Объявлена операция на территории РФ. Удар Москвы по Украине. 150 целей уничтожены. Баллистика на Киев. Пытки и издевательства. Командир устранен. Скандал в украинском войске. Как вершили судьбы мобилизованных. Лукашенко впервые ответил Зеленскому, а тот выставил новое требование. Какое? Внезапный поворот. Соглашений в Анкоридже не было. США подписали документ о полной поддержке Киева и отвергают заявление Лаврова. Ракетная опасность в 13 регионах РФ, улицы Москвы перекрыты, прожарка Европы и обвал акций ВКонтакте. Россиян лишают приложения. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 26 июня на календаре. Мне будет приятно, если поставите лайк и поделитесь этим видео среди своих. Спасибо, давайте начнем. Пытки, издевательства и десятки смертей, а после громкая отставка. Украина обсуждает один из самых громких скандалов в одном из самых известных штурмовых подразделений Украины. Командира полка Скеля отстранили от должности. Как сообщили изданию «Бабель», в Генеральном штабе ВСУ подполковник Юрий Горкавый не будет исполнять обязанности до завершения проверки. Сейчас в полку работают следователи Государственного бюро расследований, а по решению главнокомандующего Сырского создана специальная комиссия Генштаба. В военном командовании заявили, что в случае подтверждения фактов преступления и превышения полномочий виновные понесут ответственность, а также будут приняты кадровые решения. В Генштабе заявили, что подразделения и командование всех уровней содействуют всестороннему расследованию и взаимодействуют с правоохранительными органами, офисом военного омбудсмена и представителями СМИ. При этом там подчеркнули, что 425-й отдельный штурмовой полк, как и многие другие штурмовые подразделения, остается эффективной частью сил обороны Украины и продолжает выполнять боевые задачи на самых сложных участках фронта. Я напомню, проверки в полку Скеля начались после расследования издания «Бабель». Журналисты опросили более 30 свидетелей. Они сообщили о 26 случаях смерти мобилизованных в учебных центрах полка за последние полгода. Также в расследовании говорится о возможных пытках, издевательствах и жестоком обращении с военнослужащими. Лукашенко впервые ответил Зеленскому. В Минске уверяют, представители Банковой были в кабинете у Лукашенко и получили послание лично для Зеленского. Лукашенко в ответ на ультиматум Зеленского о ретрансляторах и ударах по ним, если они не будут выключены, заявил, что с ним так разговаривать нельзя, а попытки втянуть Минск в войну мгновенно изменят качество и характер войны. При этом Лукашенко назвал стоящие у границы силы теробороны ВСУ механизаторами и доярками, подчеркнув нежелание стрелять в людей, которые не хотят воевать с белорусами. Кроме того, уверяет, что получил ответ с Банковой, какой именно, не уточнил. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимаю, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть. Украина пока не подтверждала таких прямых контактов с Лукашенко. В то же время Зеленский 25 июня, буквально через несколько часов после заявления из Минска, выдвинул еще одно требование Лукашенко. Он заявил, что Беларусь продолжает подготовку к потенциальному расширению агрессии против Украины под явным влиянием России. И по его словам, речь об инфраструктуре и назвал, на каких участках идет это расширение, а также заявил, строительство должно быть остановлено. Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого иного смысла, кроме военного. Это приграничные направления Кобрин-Ковель, Иваново-Маневичи, Лунинец-Сарны, Речица-Коростень и Гомель-Чернигов. Мы знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой СВО. Услышьте нас! Жители Крыма обратились к Путину. Телеграм-канал «Астра» опубликовал видео, в котором около сотни сотрудников компании ТЭС просят спасти крупнейшую топливную компанию полуострова после удара в ВСУ. По их словам, в Керчи уничтожен топливный терминал с большими запасами горючего, повреждены нефтебаза, несколько автозаправочных станций и бензовозы. Авторы обращения утверждают, что под угрозой оказались рабочие места 2500 сотрудников, а вместе с ними тысячи семей.
Напомню, после недавних ударов по топливной инфраструктуре Керчи, часть АЗС в Крыму уже прекратила продажу топлива частным автомобилистам, сохранив заправку только для транспорта государственных служб. Теперь сотрудники компании просят Путина не оставить ТЭС без поддержки. Для нас, сотрудников, самое страшное – это угроза оказаться на улице. Если ТЭС не сможет восстановиться, мы лишимся мест работы без средств к существованию. Мы просим не оставить без внимания судьбу компании, от которой зависит жизнедеятельность сотен предприятий и тысяч жителей Крыма. Заморозка войны по линии фронта и начало переговоров с Россией. Берлин призывает Путина заканчивать боевые действия и отдать приказ прекратить удары. Заявление Запада для Москвы прозвучало на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске. Мерц уверен, Россия не выиграет эту войну, а ЕС и дальше будет горой за Киев. Кроме того, он назвал 4 ключевых направления для восстановления Украины, которыми стали безопасность, инвестиции, реформы и человеческий капитал. Вместе с нашими партнерами мы готовы поддерживать Украину во всех 4 направлениях. И сегодняшняя встреча в Гданьске знаменует собой момент надежды. Украина находится на новых позициях силы. До Москвы начинает доходить, а Россия не выиграет эту войну. И, дамы и господа, поддержка Киева со стороны Европы непоколебима. Мы полны решимости усилить давление на и без того испытывающую нагрузку экономику России. Остановить войну предлагают и США, как и свою помощь в урегулировании этого вопроса. Об этом заявил секретарь Госдепа США Рубио, который к тому же резко ответил Лаврову. Никаких договоренностей на Аляске в Анкоридже между Путиным и Трампом просто не было. Были лишь предложения. А если бы были соглашения, то давно наступил бы мир, уверяет госсекретарь США. США готовы сыграть любую конструктивную роль, которую мы можем, чтобы добиться прочного окончания этой войны в Украине, которая была кровавой. Знаете, 20-25 тысяч солдат погибают каждый месяц, 5 тысяч в неделю. Большинство из них – россияне. Это изнуряет Европу, их тоже, но особенно Украину и все больше Россию. Поэтому мы готовы выступить вперед и сыграть конструктивную роль, если для нас найдется такая роль, в том, чтобы свести стороны вместе и положить конец этой войне. Именно это президент пытается сделать уже 1,5 года, но на Аляске не было никакого соглашения. Там было сделано предложение, но это никогда не было соглашением. Такой ответ Рубио прозвучал после недавнего заявления Лаврова, который акцентировал внимание на том, что США могли надуть Кремль и Путина. Глава МИД РФ тогда заявил следующее. Я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось. Лавров также уверяет, что Россия может начать переговоры уже сегодня, в любой момент. Зеленский при этом 25 июня вечером также призвал Кремль к дипломатии и дал Путину 40 дней, объявив, что элитное спецподразделение СБУ начинает операцию по принуждению России к миру, и именно 40 дней она продлится. Отмечу, что Центр специальных операций «Альфа», к которым обратился Зеленский для выполнения этих задач, это оперативно-боевой спецназ СБУ, который выполняет специальные операции в глубоком тылу противника. Утвердил в службе 40-дневную операцию влияния на государство-агрессора с целью побуждения к окончанию войны. Важно, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов различных типов. Параллельно еще одна громкая новость. США впервые одобрили документ, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником в российско-украинской войне. Об этом заявил Макрон. Он уверяет, что США поддерживают территориальную целостность Украины, оказывают военную поддержку, помогают в сфере энергетики и вводят санкции против России. Бунт в армии России. Военные готовы повторить поход на Москву. Ветеран СВО пригрозил Путину военным мятежом и взорвал соцсети. За несколько часов после публикации его видеообращение к Кремлю набрало 6 миллионов просмотров. А сейчас их намного больше. Военный из Воронежской области Александр Лунин записал ультрарадикальное заявление, суть которого – прямой эфир или поход на Кремль. Лунин утверждает, что он уже провел переговоры с представителями Минобороны РФ, которые отреагировали на его прежние заявления, которые также собрали миллионы просмотров. Ко всему, Лунин заявил
что на линии фронта командиры отдают приказы на мясные штурмы, вымогают деньги от солдат РФ, а те, кто отказывается выполнять самоубийственные требования и делиться своими боевыми, подвергаются пыткам, их просто обнуляют и списывают как без вести пропавших, говорит Лунин. Поэтому он хочет личного разговора с Путиным. Послушайте. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. А уже в другом видео Лунин уверяет, что он не лидер восстания, но при этом его слова – это не блеф. А если с ним или его семьей что-то произойдет, а угрозы уже поступают, то это, далее цитата, будет сигнал для начала действий. Сигнал тревоги. Подмосковье пережило режим ракетной опасности, которая продлилась практически 2 часа. ВРС ЧС призвали жителей столичного региона срочно искать укрытия в зданиях и на подземных паркингах. Московская область оказалась в эпицентре масштабной воздушной угрозы, которая одновременно охватила сразу 13 регионов России, включая Курскую, Брянскую, Калужскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую, Ростовскую, Воронежскую, Рязанскую, Нижегородскую и Тамбовскую области, а также Краснодарский край. Во время действия чрезвычайного режима экстренные службы ввели жесткие запреты на съемку беспилотников и работы систем ПВО. Напомню, что буквально пару дней назад главком ВСУ Сырский предупреждал Москву о повторных ударах. Он опубликовал видео с военным, который участвовал в ударе по московскому НПЗ, и тогда подписал видео словами «Продолжение следует», намекнув на новые операции. Улицы Москвы перекрыты. Ограничения движения у стен Кремля. В российской столице вводят масштабные ограничения и запреты. Под них уже попали район Кремля, ВДНХ и Останкино. И, как сообщает ТАСС, причиной стал всероссийский выпускной бал и городской праздник выпускников, в котором примут участие 1000 человек. Перекрытия уже вступили в силу, и они продлятся 2 дня – 26 и 27 июня. Масштабный удар в России. Более 150 объектов уничтожены. По данным бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, за последние 2 месяца российские удары уничтожили более 150 автозаправочных станций. Почти каждую неделю под атаками также оказываются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры Украины. Несмотря на это, он уверяет, что рынок продолжает работать без перебоев. Однако такая устойчивость требует дополнительных расходов. На первый взгляд ситуация напоминает происходящее в России, но результат кардинально отличается. После ударов в России возникают очереди на АЗС, дефицит топлива в отдельных регионах и перебои с поставками. В Украине таких проблем нет. Причина – диверсифицированный рынок топлива. Здесь десятки поставщиков, разные маршруты импорта, высокая конкуренция и разветвленная логистика. Если одно звено выходит из строя, его заменяют другие. Отмечу, что накануне вечером Россия ударила баллистикой по Киеву. Под ударом оказался Дарницкий район. Там зафиксирован масштабный пожар на складах. Непростое испытание для Украины. Страну ждет тяжелая зима. Такое заявление сделал министр энергетики страны Шмыгаль. По его словам, предстоящий зимний сезон станет тяжелым испытанием, независимо от того, продолжится война или будет достигнуто прекращение огня. К началу отопительного сезона Украина планирует восстановить мощности по производству электричества объемом более 10 гигаватт, а также развернуть новые автономные источники электроэнергии общей мощностью около 3 гигаватт. По словам чиновника, новые объекты должны быть менее уязвимыми для российских ударов и смогут работать автономно. Обвал на миллиарды. Акции ВКонтакте обновили исторический минимум. Как сообщает Moscow Times, после удаления приложений компании из магазина App Store, бумаги холдинга за день потеряли 5,5%, а с начала недели почти четверть стоимости. С начала года ВК лишилась 39% капитализации или 73 миллиардов рублей. Это произошло несмотря на многомиллиардную господдержку. 4 миллиарда рублей компания получила на развитие мессенджера Max, еще более 40 миллиардов на создание российского аналога YouTube. При этом ВК 6-й год подряд остается убыточной, а накопленные потери уже приблизились к 200 миллиардов рублей, пишет издание. Обе компании уже озвучили свои версии произошедшего.
По версии ВК, приложения Дзен, ВК-видео, ВК-мессенджер и Одноклассники были удалены из App Store без каких-либо предупреждений и в одностороннем порядке, хотя сама компания никогда не находилась под санкциями. В Apple заявили BBC News, что решение связано с соблюдением санкционных ограничений и требованиями законодательства стран, в которых работает компания. Немцев призывают не выходить из дома, французы отключают ядерные реакторы, Европа раскаляется. Температурные рекорды обновляются один за другим. Под тепловым ударом Испания. Государственное метеоагентство страны зафиксировало 2 самых жарких июньских дня за всю историю наблюдений как минимум с 1950 года. В регионе Кантабрия воздух прогрелся до 43,7 градусов. Это абсолютный температурный рекорд для региона. Тем временем в Германии также готовятся к чрезвычайной ситуации. Синоптики предупредили о рекордной жаре до 44 градусов уже в эти выходные. Людей просят не выходить из дома. Во Франции в качестве превентивной меры остановили работу 2 атомных реакторов, ведь из-за них повышается температура воды в реках. К тому же во Франции из-за перегрузки энергосистемы без электричества остались тысячи домов. А в ряде регионов власти закрывают школы и ограничивают движение поездов. По данным Рейтер, жара уже привела к смертельным случаям в нескольких странах. Синоптики предупреждают, пик жары еще не пройден, а зной движется на страны Восточной Европы. Неожиданный участник переговоров. Впервые в истории Совета ЕС за столом министров появился 3-месячный младенец. Министр климата и окружающей среды Швеции Ромина Пурмахтари пришла на заседание в Люксембурге вместе со своим сыном Адамом. Так она решила показать, что работа и материнство не должны исключать друг друга. В Швеции родители могут делить между собой оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, а часть такого отпуска закреплена отдельно за каждым из родителей. И по данным Рейтер, это первый подобный случай в истории Совета ЕС. Очень рада вернуться в Совет и с нетерпением жду сегодняшних дискуссий по самым разным темам. Также рада быть примером того, как не приходится выбирать между ролью министра и ролью матери. И я думаю, что есть много вещей, которые делают Европу прекрасным местом для жизни. Одна из них – это возможность посещать заседания и одновременно заботиться о ребенке. Друзья, интересен ваш взгляд на все события? Напишите, пожалуйста, обо всем в комментариях, а в других выпусках также много ответов на вопросы и события. Переходите и смотрите. До встречи!